Всем привет! С вами Римский Легион. Мы продолжаем нашу серию полезных гайдов для быстрого освоения в игре Conan Exile. В этом видео мы расскажем, для чего нужна фармбаза, где ее лучше всего строить и какие существуют топовые места для постройки основной базы. Приятного просмотра! В прошлых видео мы прокачались до 60 уровня, открыли все обелиски и изучили необходимые для старта рецепты. Если вы пропустили предыдущие выпуски, ссылки в описании. Итак, нам нужно построить свой первый дом, где мы будем развиваться. Фармбаза — это временная постройка из тир-1 блоков, очень удобная для фарми месте. Обычно ее используют до момента включения РТ на сервере или полного переезда на основную базу. Дадим пару советов по постройке фарм-кибитки. Фармбаза должна быть удобной, поэтому не стесняйтесь строить ее большой и размещать там неадекватное количество станков для быстрого крафта. Обязательно делайте несколько буферных входов, чтобы вы не мешали друг другу и врагу было сложно забежать к вам на базу. Совет третий. Никаких окон в фармбазе. Использовать ремесленные столы вместо сундуков – это очень плохая идея и может неприятно аукнуться. На карте очень много хороших мест для постройки фармбазы. Мы покажем вам самые популярные из них. Пещера Асура или место призыва, расположены чуть ниже провала. Из преимуществ – это спавн нужных именных рабов. В пещере Асуру очень часто спавнятся разные именные рабы. Средняя близость к обелиску, серы в пещерах, много слабых мобов для подношений. К сожалению, это супер популярное место и всего лишь один носильщик неподалеку. Из сумки носильщика 3 уровня может выпасть алхимическая основа, которая нужна во многих рецептах. Супермера. Преимущество. Много мест спавна нужных именных рабов, средняя близость к обелиску, есть танцор в баре, ресурсов вокруг достатки, близко можно добывать яд с пустынников. Из минусов. Это мобы с большим количеством хп и уроном, один носильщик. Курганы. Здесь все нужные ресурсы, место стопроцентного спавна именного надсмотрщика и бойца Кемерийский берсерк. Также спавнится броник на армор и коваль на атаку, 3 носильщика. Спавн же ребят и очень близко к обелиску. К сожалению, мобы в этих местах с большим количеством хп и уроном, также это очень популярное место. Логово. Преимущество. Спав сундука с шансом выпадения легендарки, что будет не лишним на старте. 3 носильщика, много мобов для подношений. Недостатки. Далеко от обелиска, не лучше спавн именных рабов. Клоака. Рядом обелиск, легкий фарм и хора в данже. И также можно найти различных ремесленников в лагере. Близко безымянный город. Из недостатков малое количество NPC, всего лишь один носильщик. Черный галеон. Одно из лучших мест для фарма подношений. Рядом ходят пустынники, с которых можно добыть яд. 4 спавна носильщиков. Близко саванна для фарма кожи. Минусы. Далеко от обелиска, мало ресурсов. Лемурийская деревня. Нелюдное место. Большой шанс на ремесленников всех видов, но не самыми лучшими модификаторами. Нету ни брони, ни на урон. Нет носильщиков. Также можно выбрать место вокруг Нового Асгарда. Здесь обилие ресурсов и именных рабов. Есть парочка носильщиков и 100% спавн именного бойца. Близко находится спавн 4 жеребят. Место хорошее, но мобы тут очень сильные и очень далеко от обелиска, что является огромным минусом для нас. Если все перечисленные места заняты, то вам достаточно поселиться вблизи любого картографа и обелиска. Теперь поговорим о местах для основной базы. При должных навыках в PvP и в строительстве можно сделать unraidable базу из самых обычных мест. Открытые базы в поле имеют ряд критических недостатков, которые очень сильно облегчают рейдерам задачу. К счастью, на карте очень много текстурных сооружений, где можно построить хорошую укрепленную базу. Для удобства мы разделили эти места по их особенностям и типу застройки. Великая плотина. Отличная база, где единственный вход можно перекрыть массивным объектом, который можно чинить во время РТ. Южный акведук. Казармы, они же бараки. Недреманное око. Смотритель прохода. 2 башни у объятий Дагона. Канава пустынника. В этих местах есть несколько входов и можно реализовать хорошую подвесную базу. К базам на высоте относятся вершина Южного акведука, Огненная башня, башня у Безымянки, мост осколков. На карте есть подходящие для баз пещеры. Расселена, которая недалеко от Курган, Ледяная пещера,
и Змеиная пещера в верхних джунглях. Когда вы приходите на сервер, первым делом обязательно заклеймите себе место под будущую базу. Особенно это касается только открывшихся серверов. Если сервер работает давно, изучите первым делом, какие места еще свободны, и обязательно ставьте клейм. Вот наши базовые правила, которыми мы руководствуемся при постройке базы. 70% блоков отведено на постройку базы и буферки, а остальные 30% на PvP-зону, пирамиды, волчьи ямы. При постройке базы нужно подсчитывать количество порошка, необходимого врагам, чтобы дойти до лутовой. Чем его больше, тем лучше. Обязательно продумать защиту и починки базы и донести эту информацию до своих тиммейтов. Установить сундуки с ремнаборами в специальных зонах. Если вы делаете подвесную базу, старайтесь выделить буферный этаж, на котором будет осуществляться ремонт в критической ситуации. Потолки в подвесной базе должны держаться за колонны, а не за фундаменты. Рейдеры не будут знать, к какому именно потолку прикреплена колонна. Конан сломанная игра, поэтому обратите внимание на текстуры вокруг вашей базы. Возможно, через некоторые из них можно ставить взрывные горшки. У вас всегда должен быть план Б. Если ваша база находится на высоте, необходимо заклеймить ближайшие горы или другие высокие объекты, чтобы рейдерам было максимально неудобно устанавливать свой трибушет. После постройки базы обязательно проведите экскурсию всем тиммейтам, покажите, где находятся секретные выходы и входы, и где можно спрятаться от врага. Делать это нужно во избежание неразберихи во время РТ. Отслеживайте новости базостроений и не стесняйтесь использовать чужие полезные нововведения при постройке своей базы. Не забывайте закрывать за собой все двери, чтобы к вам не забежали разведчики. Не оставляйте лут на открытой местности, так как есть много способов забраться на базу. Гуси, двойные прыжки, подсадки. И очень важный момент. Планируйте постройку базы заранее, ведь база это 70% успешной игры на сервере. Пишите в комментариях, если вам интересна тема базостроения и вы хотите увидеть застройку какого-то определенного места, а также какие еще есть хорошие места для баз по вашему мнению. Всем спасибо за просмотр. В следующем видео мы расскажем отличные места для поисков рабов, фарма-ресурсов и подношений. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Римский Легион. Пока-пока!